Операция «Ин». Зачем Путин впервые за 24 года летал в Северную Корею? И ожидает ли его такая судьба, как когда-то диктатора Чаушеску после визита в КНДР? Об этом не только мы поговорим с нашим гостем Сергей Слонян. С нами на связи. Сергей, здравствуйте. Рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно. Еще в 2000 году Путин впервые посетил Северную Корею. Мы помним, что ни первый президент России Ельцин, ни даже кто-либо из первых лиц Советского Союза, они как-то не приезжали в эту страну. Но вот Путин все-таки решил съездить тогда и приехал и в этот раз. Тем более, что прошло уже почти четверть века, и Путин в Северной Корее скорее не от хорошей жизни, а вот с протянутой рукой. Что вы отметили для себя в этом визите? Нужда позвала его в дорогу. По доброй воле он бы, конечно, туда не приехал, но обстоятельства складываются не в его пользу. У Северной Кореи по этому поводу праздник-то абсолютно искренний. Вот они его сейчас встречают с такой гипертрофированной нотой обожания, именно потому что они наконец-то дождались. Это очень важная геополитическая победа Кореи. Корея доказала, что она самый верный друг Советского Союза, что она ни в коем случае не помнит никаких обид. И она прекрасно, конечно, отдает себе отчет в том, что как государство состоялось только благодаря Сталину, благодаря Советскому Союзу, ну и благодаря тому, что по телефону Сталин позвонил Мао Цзэдуну и сказал: ну-ка, давай впишись за меня в эту войну. И когда Северная Корея как государство состоялась благодаря Советскому Союзу, получила от него все виды экономической помощи. Советский Союз строил заводы, строил промышленность, занимался образованием, медициной. В принципе, вот эта страна, она и является такой замороженной точкой невозврата 1953 года. Советский Союз, когда Сталин вроде бы вот-вот, наверное, как раз помрет, и после этого никакого дальнейшего развития в Северной Корее не было. И для Северной Кореи было очень важно понять, а как же на самом деле жить-то дальше. Вот когда случилась перестройка, 85-86 год, новый курс, и мировая система социализма потерпела сокрушительное поражение, стало понятно, что она разваливается, как искусственное образование, державшееся только на воле Советского Союза, ну и на танках Советского Союза. Там Чехословакия попыталась выйти, ей же не дали. В ГДР получилось совершенно по-другому. И вот тот момент, когда паника охватывала как раз сателлитов, кормившихся напрямую с ладошки Советского Союза, Северная Корея тоже была чрезвычайно озадачена. Она не понимала, как жить дальше. Вот Куба была точно такая же, отрезанная от всего мира в непонимании, а что теперь. И Северная Корея, как самая уязвимая, поскольку никакой собственной промышленности, экономики, какой-то осмысленной деятельности, ну, кроме концлагерей, у нее не было. Тогда, кстати, был очень интересный эпизод. Северная Корея направила в Советский Союз свою разведку. Разведчики северокорейские, с созданием хорошего русского языка на очень высоком уровне, со значками Ким Ир Сена, как полагается, отправили в Советский Союз, и поскольку была провозглашена перестройка, новый курс и, в принципе, новые экономические условия, то Северная Корея выступила совершенно новаторски. Невероятно! Это было очень удивительно странно и не похоже на Северную Корею, вообще на весь социализм, потому что они предложили новые виды бизнеса. То есть никто же не говорил о том, что мы разведчики. Приезжает группа корейцев и говорит: давайте мы здесь, в Советском Союзе, друзья, все-таки устроим совместное предприятие. И среди самых удивительных, самых изумительных, очень нестандартных — рент-а-кар. То есть в 1986 году посреди Москвы вдруг появляется прокат автомобилей. Проката вообще сроду не было. В 50-е годы, когда последний раз кто-то помнил, а в остальное время читали в газетах и смотрели, ну, в американских боевиках о том, что есть какой-то прокат, и так это здорово, приходишь, берешь чужую машину, куда-то едешь, тебе за это ничего нет, потому что это не угон. И Северная Корея, которая казалась, ну, на самом деле и казалась, и была, она была изгоем, она была карикатурой. То есть по своей маразматичности Северная Корея была настолько неприемлемой, что даже Советский Союз ее боялся и приводил в пример и говорил: слушайте, ну мы же не Северная Корея, в конце концов. Тогда, правда, был еще первый Ким, второго только-только выращивали в пробирке, он должен был состояться. И вот Северная Корея пришла со своим бизнесом, на самом деле со своей разведкой. Она устроила некоторое количество совместных предприятий. Вот рент-а-кар назывался Розек-кар. Из этого Розек-кара выросла структура Рольф, которая очень известна в России, она мало где известна еще, но это как раз недавно этот самый Рольф, который вырос из ответа советской разведки. То есть это был ответ советской контрразведки на северокорейскую разведку в 1986 году. Он превратился в Рольф, вот только что Путин его национализировал, подарил какому-то там чеченцу под псевдонимом Кремлев. Ну, большой такой холдинг по продаже автомобилей. Тогда же был там ресторан «Пхеньян», например, в котором тоже был персонал корейский с хорошим русским языком.
причем они все приехали на разведку на 1 год, через год все уехали. Это было очень смешно, очень забавно и совершенно по-корейски. Когда ты разговариваешь с корейцем, он тебе говорит, ну, до завтра ты приходишь, а завтра его нет, точно такой же другой. Ты говоришь, а где этот? Где Чон? Он говорит, я за него, вот я здесь. А Чон-то где? Говорит, я не знаю никакого Чона, вот я здесь работаю. Он делает вид, как будто все корейцы одинаковые. И тогда Северная Корея была очень обеспокоена своей судьбой. Контрразведка российская, советская встретила их, конечно же, и в том числе, как могла, объяснила, что да, все, вот теперь вам помогать никто не будет, кормитесь сами как хотите. И в Северной Корее начался жесточайший кризис, потому что ничего своего нет, риса нет, пшеницы нет, нефти нет, бензина нет, ничего нет, вообще ничего нет. Но постепенно к ним через границу потихонечку потянулся Китай. Китай их и в войну 50-53 года очень сильно выручал. Собственно, это была война Китая от лица уполномоченной Кореи. И Китай как-то более-менее позволял им держаться на плаву. Советский Союз превратился в Россию, Россия отступила полностью, про Корею забыла. И вот теперь, когда Путину понадобились снаряды, ракеты, выяснилось, что все эти вот экономические санкции, кто там говорит об очередном пакете санкций ЕС против России? Посмотрите, к чему это привело в Северной Корее. Да ни к чему. Какие там санкции? Да, люди стали хуже жить. Что, в Северной Корее после этого не стало ракет? Стали еще какие? Снаряды? Да, пожалуйста, миллионами Путину дарят. Народ стал жить хуже, народ вымирает, народ голодает. Армия остается. Конечно, у них танки недоразвитые, у них автоматы Калашникова, до сих пор у них СКС и на вооружении стоят, самозарядные карабины Симонова. Но, тем не менее, это так или иначе армия, это так или иначе боеприпасы, это так или иначе ответ на все санкции. И вот сейчас, когда поначалу только по проводам по телефону один договаривался с другим, но и мы помним эти 2 бронепоезда, встретившихся на космодроме, как раз было о чем поговорить. И потом ведь не случайно Путин подарил Аурус, потому что на подержанном Майбахе катался лидер корейской нации, солнце нации, папа маршал, любимый руководитель. А вот на тебе новенький Аурус с барского плеча, потому что военные поставки в Украину. И вот сейчас искренность этого праздника корейского совершенно невозможно недооценить, потому что теперь все, вернулись к брежневским временам. Наконец-то теперь уже Советский Союз возродился в полный рост, и он начинает по праву кормить Северную Корею, как это было в Севере времена, потому что Северная Корея создавалась как прокси-государство, как филиал Советского Союза, более концлагерный, потому что в Советском Союзе паузу на концлагере сделали на время перестройки, а в Северной Корее нет. Северные корейские лагеря, они стали еще более зверскими, еще более фашистскими, еще более жестокими. Во всем остальном, наконец-то, теперь и риса вдоволь, и муки вдоволь, и водка, и бензин, и автомобили, все что угодно. Вот теперь Северная Корея показывает, что не зря она верила, не зря она ждала. И теперь, конечно же, вот этот договор, который был подписан о максимальном режиме благоприятствования, максимально серьезных объятиях, он именно к тому и тому является подтверждением, что Корея дождалась своего часа, и она действительно искренне признательна Путину за то, что приехал, за то, что подписал, за то, что теперь накормит досыта, потому что уже невозможно. Единственный сытый человек в этой стране, мы его видели, это пухляшки. Для Путина это нельзя сказать, что стратег и партнер, что стратегически он очень сильно выиграл. И Северная Корея, она в этом отношении иссякаема. Сколько у нее снарядов? Да, конечно, все годы с 53-го Северная Корея занималась только одним. Она делала снаряды, патроны, снаряды, патроны, снаряды, патроны. Накопила много миллионов, потому что больше ничего другого делать не умела. Теперь они наконец-то пригодились, со складов они поехали, и, кстати, новые ракеты. Ведь баллистические ракеты у них же были, они постоянно пугали японцев в этом отношении, Китай там постоянно бровь поднимал на них. Именно потому, что эмбарго не помогло, санкции не сработали, и Северная Корея превратилась в страну без экономики, но с оружием. Теперь часть этого оружия помогает Путину, но вот следующий шаг. Во-первых, геополитически, теперь, когда друзья, то можно наконец-то взять и уничтожить Южную Корею, попросив об этом Кима. Ким, ты же не довоевал. Давай, ты же понимаешь, что теперь за тобой 2 сверхдержавы. Китай, Советский Союз. Мы тебя, если что, поддержим, поможем, прикроем. Совете Безопасности ООН любую резолюцию заблокируем против тебя. Давай, воюй. И это может стать, кстати, геополитическим подарком для Китая. Китай ведь на самом деле очень напряженно смотрит на эту дружбу. Он приглядывал за Кореей, но не для того, чтобы она дожила до поставок прямых из Советского Союза. Она как раз под себя ее готовила. Но у Китая, у него идиотская совершенно задача. Они в этом отношении точно такие же неандертальцы. Им почему-то очень нужен Тайвань. Тайвань нужен им не потому, что он житница чипов на планете Земля, а потому что там была партия Гоминдан, с которой они не доспорили.
И любая война против Тайваня, за которую, естественно, заступится весь мир, потому что это все-таки производство чипов номер один на планете Земля, это очень важный, очень уязвимый и поэтому бесценный ресурс. Его будут защищать. И Китаю за это, конечно же, не просто по рукам надают, а еще и по голове. А если Северную Корею попросить? Если, урегулируя путинские взаимоотношения с Си Цзиньпином, попросить Ким Чен Ына напасть на Тайвань и решить эту проблему. Китай ни при чем, Гоминдан посрамлен. Ну, конечно, чипы погибли, но воздаяние кому будет? Кому после этого прилетит ответ? Северной Корее, которую никому не жалко. Это один возможный сценарий. А на самом деле есть другой, более реалистичный сценарий. Когда Путин проиграет войну, когда России расплатится за свою авантюру, когда не будет больше никакой России. Неважно почему, потому что она проиграет, распадется, это будет ядерный пепел. Но Россия — это очень крупная разменная монета. И Путин совершенно спокойно потратит Россию на войну. Куда ему бежать? В Южную Америку? Не получится. Во-первых, не добежишь, самолет собьют. Сразу поймут, кто и что. Заодно собьют еще десяток других с невинными жертвами, но путинский самолет точно собьют. Можно, конечно, попытаться на подводной лодке, но и подводная лодка, она тоже уязвима, и она тоже видна, и любая акустика четко совершенно ее запеленгует. Тоже могут потопить. Единственное место на планете Земля, куда можно бежать, это не Южная Америка, это не Эмираты, это не Китай. Китай тоже Путина выдаст по мандату Гааги, выменяв его на что-то выгодное для себя. Единственное место на планете Земля — это Северная Корея. А Венесуэла? Путин может туда убежать. Венесуэла нет, потому что в Венесуэле существуют выборы. И в Венесуэле все равно власти сменятся. Мадуро, который вводит войска в магазины, который на самом деле хороший шофер автобуса и плохой политик, рано или поздно закончится в этом темпераментном регионе поднятием на вилы. Потому что там, когда чаша народного кипения заканчивается, это не как в России, все идут пить водку. Там все идут бить морду. И у Мадуро, у него, конечно, мандат существует, у него есть войска, но он очень конечен, очень скоро. А Путину нужен такой надежный плацдарм, куда можно спокойно совершенно приехать навсегда. Это Северная Корея. Северная Корея, во-первых, не сдаст, во-вторых, она будет огрызаться и отстреливаться, а в-третьих, Путину не надо много. Ну, ему там гору Мангенде, пожалуйста, подарите, если что. Это мемориальная гора у них. На этой горе у них взошло солнце нации Ким Ир Сен. И там, в принципе, можно бункер, колючую проволоку по периметру, если что, бомбоубежище. Получится не хуже, чем в Геленджике. Аквадискотека, ну, единственное, что с кореянками, хотя можно и Алину Кабаеву попросить, она своих привезет. Но это единственное место на Земле, где точно совершенно на 100% безопасно, причем привычно безопасно. Путину уже не нужно ходить по улице, когда он заходит в кафе на Монмартре, когда он ест фуагра, когда он разговаривает с людьми. Его стиль, его жизнь, его безопасность — это колючая проволока, траншея, танк, периметр, охрана. Вот что для него привычный мир. Северная Корея ему это обеспечит в лучшем виде. И никому не нужный диктатор, расплатившийся своей страной и сбежавший в Северную Корею, получит там любые гарантии, тем более, что сейчас он начинает на обеспечение этих гарантий работать всей оставшейся экономикой России. Вот теперь Россия будет воевать с Украиной, торговать с Ираном, о чем-то договариваться с Турцией и вкладываться по полной программе наотмашь в Северную Корею, чтобы к моменту, когда Путину понадобится эта запасная дача, но не в Геленджике, а где-нибудь под Пхеньяном, там было все готово к его приезду. Именно поэтому такое отношение у Путина к Киму и у Кима к Путину. Сергей, вы вот вспоминали о том, как Путин и Ким встречались своими бронепоездами, и тоже тогда Путин подарил Ким Чен Ыну Аурус, но и в этот раз он уже приехал и тоже сделал такой подарок, то есть привез второй по счету автомобиль. И, кстати, в прошлый раз в Западе, в основном в Соединенных Штатах, даже потроллили за это Путина. И Мэтью Миллер усомнился, что российский автопром вообще способен создавать какие-то автомобили премиум-класса. Вот вы как автоэксперт можете нам сказать, пожалуйста, существует ли такое понятие, как лакшери-автомобиль из России? И это Путин уже для себя готовит? Вообще, конечно, парадная колесница ему полагалась давно, потому что все-таки он
немецкоговорящий, сориентированный на «Мерседес», и его постоянно по этому поводу аккуратненько ставили на место и говорили, что на «Мерседесах»-то вообще-то ездят банановые диктаторы, и если у тебя есть автомобильная промышленность, пусть она и суконно-пасконная «Жигулевская», но тебе полагается что-нибудь более приличное, отечественное в первую очередь. И тогда вот на этот престиж, на то, чтобы кафтан голому королю сшить, были брошены деньги, потому что проект «Кортеж», из которого вырос «Аурус», он обошелся в 2 миллиарда евро, после чего данные были засекречены. И, конечно же, это не российская разработка. Эта машина в девичестве называлась Volkswagen Phaeton. Это немецкая платформа. У нее немецкий двигатель, у нее сделанная в Германии коробка, ну там блок цилиндров, корпус коробки, они все отливаются в Германии, электроника германская, подвеска полностью китайская, вообще под ключ, она как раз от си цзиньпиновского Хонши L5, оно же Хунци, он же красное знамя, ну потому что в России не умеют делать пневмоподвески, даже не стали по этому поводу расчехлять Кульманы, Ватманы или Рейсфедеры, сразу позвонили в Китай и сказали, вот там техническое задание, изготовьте, пожалуйста, нам, чтобы на нашем суконно-пасконном российском Аурусе из абсолютно 100% отечественных комплектующих было как можно больше того, что будет работать. Потому что в России, если мы это сделаем, работать не будет. Поэтому Аурус — это машина, она очень уязвима. Она всегда это было тайной, на сколько же процентов она отечественная. Ну вот крыша у нее отечественная, сиденье у нее отечественное. В общем, у нее где-то порядка 60% это то, что сделано в России. 40% это импорт, причем это ключевой импорт, без которого не поедешь. Но Россия ведь это же страна с оттенком сумасшедшего дома, и уж если безумие овладело народными массами, ушло наверх или, наоборот, сверху было спущено вниз к народным массам, то удержу не будет. И поэтому, создав премиальный высшего класса автомобиль, Россия пошла дальше, и в прошлом году, например, был создан новый бренд Аурус кондиционеров, обычных китайских, вот которые гвоздями на стенку прибивают. А на экономическом форуме в Санкт-Петербурге только что была презентована отечественная высшего класса минеральная вода «Аурус» из Северной Осетии. А еще в Санкт-Петербурге нашлась фирма «Метеор», которая будет делать лифты «Аурус». То есть скоро будут носки «Аурус», палочки для ушей «Аурус», одноразовые зажигалки «Аурус». И они, конечно, все будут китайскими, потому что в России не делают палочки для ушей, одноразовые зажигалки, и тем более не делают целиком автомобили. Но когда сейчас, приехав в очередной раз в Корею, Путин зачем-то подарил еще раз тот же самый автомобиль, который уже дарил, ответ очень простой. Первый уже сломался, а починить его нечем. А вот этот из закромов достали и подарили. Тем более, что это не рестайлинговая машина. Потому что Путин на инаугурации появлялся на рестайлинговой. Это как раз из тех старых партий, где китайская подвеска, немецкий двигатель и Volkswagen Phaeton. Кстати, по поводу того, что автомобиль, возможно, первый Аурус поломался, свидетельствует и то, что Ким приехал встречать Путина не на подаренном Аурусе, а вот на лимузине, точнее на кабриолете марки Mercedes. Тоже есть фото и видео того, как они там вместе стоят. Хочется крикнуть горько. А это принципиально было? В Северной Корее во все времена было нечего есть, но коммунистическая партия требовала предъявлять миру расцвет экономики и Северной Кореи, поэтому даже, например, в Монголии посольство Северной Кореи ездило только на «Мерседесах». У них не было денег на эти «Мерседесы», у них не было запчастей. И когда там разбили подфарник, то бедный водитель лазил на четвереньках, собирал осколки, поскольку понимал, что партбилет он положит на стол, и ночью он будет клеить этот подфарник, потому что других вариантов не существует. И на параде по центральной площади постоянно проходят колонны Гелендвагенов у Северной Кореи. И поэтому для толстенького Кима, конечно же, несколько «Мерседесов» обязательно в гараже стоит. Тем более, что мы не будем забывать, Ким детство свое и школу среднюю он ведь провел в Швейцарии. Вот эта вот она выросла в Европе. Она смотрела на европейскую культуру, она гуляла по Европе. Ее выгуливали без поводка по Европе. Она общалась с нормальными швейцарскими детьми, потому что Ким ходил в обычную школу. И он общался с нормальными. И он видел нормальный мир. Но приехал к себе домой и совершенно спокойно превратился в неандертальца.
охотно, с радостью, с наслаждением. Но первое время у него какие-то были еще всполохи и рефлексии, когда у него там приличные барышни рядом появлялись какие-то, они были в том числе вроде человекообразные, потом они все куда-то девались, как-то он их аккуратно всех съел, и у него осталась какая-то сестра, то ли троюродная, то ли двоюродная. Статус ее на всякий случай. Знаете, не всякая Алина Кабаева должна предъявлять обществу документы, поэтому она родственница, неважно какая. И вот этот культурный след Швейцарии не оставил на нем никакого следа, кроме одного. Он очень любит немецкие машины. Углубляя так называемое сотрудничество, Путин сам нарушает десятки санкций, за которые Россия когда-то голосовала в Совбезе ООН. А почему этот факт остается без внимания и прежде всего со стороны самой ООН? Ну, ООН — это все-таки не организация, это коммерческий ларек. Если было бы чем торговать Северной Кореей, обязательно примчался бы Гутерриш. Когда была хлебная сделка, ООН принимала в ней живейшее участие. Как только перестало с хлебушком украинским, что бы то ни было ясное, происходить, никакого ООН не осталось. Поэтому любые действия в отношении неважно кого ООН не интересуют. Ведь Зеленский не случайно собрал саммит мира в Швейцарии, потому что это как раз дубль ООН. Это ООН номер 02. Потому что ООН номер 1 не работает, и нужно придумать какой-то другой инструмент для урегулирования международных проблем. Рассчитывать на то, что кто-то где-то заметит на какое-то нарушение каких-то санкций в ООН, это абсолютно бесполезно. Там Гутерриш, а Гутерриш человек довольно мелкий, и поэтому ООН занимается чем-нибудь обязательно мелким по рангу, размерам и соответствию своего председателя. Как только там будет личность, он имеет шанс превратиться в структуру. И тогда, конечно, грозно переспросить. А сейчас это всего-навсего этикетка, ну, на которую, конечно, можно смотреть как на икону, но это обычная полиграфическая репродукция. Обычно после того, как встречаются представители Москвы и Пхеньяна, то со стороны этой оси зла происходит эскалация войны против Украины. В прошлый раз Путин договорился о ракетах, и они потом полетели по Украине. А что будет в этот раз? Чего ожидать? И готов ли к этой новой эскалации Запад? Как они будут реагировать? Западу все как раз абсолютно понятно. Запад, естественно, все это добросердечно проспит, потому что Западу эта война тем более не своя. Уж если Украина на пороге войны с Европой их в принципе не касается по сию пору, и они думают, что это где-то очень далеко от них, это не на крылечке спичками балуются, это совсем в другой стране. То тем, что происходит с Кореей, пусть этим занимается Китай, пусть этим занимается кто угодно. Европа, она не беспокоится по поводу того, что ей-то жить осталось буквально чуть-чуть. А уж что там происходит в Азии, конечно же, их не интересует. И не может заинтересовать, потому что если тот же самый Макрон, например, объясняет своему избирателю, своему так или иначе гражданину республики, что есть проблема, за которую придется вписываться в Украине, у Франции в пользу Украины и вводить свои войска, потому что это очень важно, то тот же самый Макрон не может объяснить, с какой стати нужно воевать в Мали, именно поэтому оттуда выведено присутствие армейских контингентов Франции. И никогда в жизни он не сможет заставить свое население пальцем водить по карте и искать там Северную Корею, чтобы определить, что и где происходит. И никто даже искать не будет. В принципе, задача не для европейцев. А вот для Путина это тоже довольно интересно и неоднозначно, потому что все-таки рабовладельческая концлагерная страна. И когда нужно было Путину, то Северная Корея, она по сию пору этим занимается, присылает рабов на работу. Они бесплатные, они работают только за еду. Поэтому Северная Корея вот этих избожденных, несчастных, расконвоированных зэков, которые являются гражданами свободной демократической республики, присылают в товарных количествах по запросу. Сколько надо, столько и присылают. Там лес валить, таскать что-нибудь, копать. Вот то же самое, как в ГУЛАГе. Низкоквалифицированная работа. И если попросить армию, у Северной Кореи она так или иначе есть. Конечно, Северной Корее самой тревожно, потому что ей вот сейчас воевать, например, с Тайванем, может быть, даже делать вид, что она как-то там с Китаем в определенной конфронтации находится. То есть ей нужно будет демонстрировать какую-то силу. Походя, конечно, можно напасть наконец-то на Южную Корею, потому что они там себе позволяют? У них там, видите ли, дисплеи, мониторы, и на каждом шагу все чисто, гигиенично, и все ездят на шикарных автомобилях. Это непростительно. Но Путину выгода в том, что, во-первых, никто не знает, какое там население в Северной Корее, сколько его, но в особо критической ситуации не сомалийских пиратов же покупать, хотя сомалийцев теперь уже наловили на фронтах,
украинских, и они, разводя руками, говорят, что нас просто привезли, сказали, что будет много денег, а с кем и против кого воюем, мы не поняли. Ну, правда, мы уже в плену. С северными корейцами, в принципе, то же самое. Им дадут команду, они сядут в самолет, прилетят, высадятся и пойдут в какую-нибудь атаку. Хотя, конечно, они не докормыши, потому что, как Южная Корея утверждает, средний вес взрослого северокорейца 40 килограмм. То есть он размером с некрупную собаку, поставлен на задние лапы. Это не очень ты навоюешь. Но, с другой стороны, северокорейская армия — это одна из немногих армий в мире, которая проводит тренировки на живых людях. Поскольку они все-таки прежде исповедуют доктрину Второй мировой войны «патроны бережем, если что, поделимся с русским братом», у них очень развит рукопашный бой, и элементы рукопашного боя на ножах северокорейская армия отрабатывает по живым людям. У них же в ГУЛАГе-то всегда заключенных много. У них ведь все-таки модель Троцкого. Северная Корея, она поделена по Троцкому на несколько армий, на военную, трудовую и сельскохозяйственную. И постоянно людей ссылают на работы, либо на каторгу сразу, потому что там не так улыбнулся, недостаточно долго рыдал по поводу расставания с любимым вождем. Ну, в общем, много очень общественно опасных проступков, за которые полагается смертная казнь. И вместо того, чтобы расстреливать, они являются настоящими живыми пособиями по отработке элементов рукопашного боя. То есть северокорейская армия учится по-живому. В принципе, вот именно это можно попросить у них и сказать: Ким, пару полков, пару дивизий, давай-ка вот сейчас тут под Бахмутом надо, а то что там пейзаж украшают только русские кости, давай попробуем северокорейские. Может быть, и дадут. И в какой-то момент этот резерв, ну, лишним на фронте не бывает, в мясорубке всегда чего-то не хватает. Северных корейцев для пейзажа вполне могут туда поставить. Ну, кстати, пару полков. Тут российские пропагандисты в эфире прямо обсуждают о том, что нужно 200, 300, 500 тысяч северокорейских солдатов. И я предлагаю послушать, что сказал ранее так называемый военкор Сладков. Он об этом говорил еще в марте 2023 года. Саша, можно начинать ждать 50 тысяч северокорейских спецназовцев? Вы у себя в телеграм-канале сообщили. И откуда у меня такая информация? Что есть желающие. Саша, откуда информация? И когда они появятся на поле боя? Я мечтаю о создании частной военной компании с 500 тысячами сотрудников корейских. Я думаю, они, это бизнес, они помогут, помогают, ведь работают же безупречно. Северокорейские строители, сельскохозяйственные рабочие у нас. Вчера один из пропагандистов сказал, что у них самый лучший спецназ, 200 тысяч человек готовы, они хотят уже получить боевой опыт, и это будет якобы симметричный ответ на действия Запада, который пока еще размышляет, отправлять ли свои войска в Украину. Никто не знает численность населения Северной Кореи, никто не знает численность армии Северной Кореи, но то, что там есть зверский совершенно спецназ, это точно. Потому что вот по тем, например, набегам на сопредельные территории, которыми занимается Северная Корея, у них, предположим, когда вылазка диверсионной группы проходит, то, как обычно готовится любая другая диверсионная группа, она берет с собой паёк, берет еду, берет с собой средства связи, она берет с собой медикаменты на всякий случай, не говоря уже о боекомплекте. А Северная Корея по-другому действует. Северокореец одевает специальный термический костюм, в котором, как в парилке, ты там непродуваемый он абсолютно. Он не берет с собой ничего, кроме ножа, и бегом в сопредельные края. Это может быть там Китай, это может быть Южная Корея. В Южную Корею не прорвешься, потому что там очень серьезно охраняемая граница, тем более, что охраняют не только южане, но и американцы. То есть весь контингент НАТО, который раньше, кстати, там квартировали как раз солдаты ООН, но сейчас ООН не боеспособна. И это не мешает, тем не менее, заниматься подобными диверсионными мероприятиями. И северокорейцы, когда их ловят, они же одно время, у них был период, когда они забегали и в Советский Союз. То есть Северная Корея должна была быть в тонусе, держать в тонусе по периметру всех, с кем у нее есть предельные территории. И когда наши ловили северокорейского диверсанта, то они изумлялись, во-первых, тому, что он такой тощий, зверски голодный, причем рейды у них эти бывали по 3, по 4, по 5 суток. И вот когда на 5-е сутки ловили этого несчастного северокорейского диверсанта, у него был только вот этот термический костюм, нож и больше ничего, и вытаращенные от ужаса глаза.
Его потом оттуда расстегивали, вытряхивали, там половина сапога, голенище по колено было потом залито, потому что вот он бежал, он 5 суток бежал на наркотиках, естественно, и должен был зарезать абсолютно все, что ему попадается под руку. То есть смысла в его диверсионной деятельности не было никакого, но подготовка говорит о том, что людей не берегут, но если что, у них есть очень специальные навыки, не характерные для спецназа других стран. Потому что все-таки все остальные спецназовцы, они понимают, что придется поголодать, но не так, чтобы прямо вот вообще без единого сухаря трогаться в путь, без медикаментов. Северная Корея — это как раз люди каленые, они работают вопреки, все из исключений состоят. Если вот такой спецназ взять и кинуть на фронт, то, конечно, от него какой-то ущерб будет. Даже если они прям совсем плохие воины или, наоборот, очень хорошие воины, неважно. Но даже винтовка Мосина на фронте — это все-таки винтовка. Она может быть старая, она может быть не очень пригодной, не очень меткой, и это оружие, из которого убивают. А Северная Корея, поскольку ее задача была всю жизнь воевать, они не очень умели работать. Вот разговор о том, что северокорейцы хорошо работают, это все-таки больше элемент пропаганды. Но воевать они действительно гораздо, потому что единственное, чему их учили, это как раз войне. И у них есть спецназ. Трудно сказать, сколько его, но он существует. И солдат у них можно попросить, и это будут звери, которых вот так вот просто за пояс не заткнешь. Поэтому, конечно, Сладков, когда дискутируется с Кобеевой на эту тему, это из серии «нет дыма без огня», потому что вопрос постоянно обсуждается. Где бы взять? Из Венесуэлы же не возьмешь, из Афганистана не завезешь, Иран тебе своих не даст. Кто даст? Ну, может быть, только Северная Корея. Снаряды, по крайней мере, вот уже дает же. Вот сейчас новый дворец, аналогичный по проекту, как в Геленджике, построить где-нибудь рядом с мемориальной горой Мангенде, ну, чтобы там два бога в одном месте жили. Такой нормальный языческий Олимп. И войска попросить вполне можно. А тем более корейцы, они же мелкие. То есть если их переобучить на, например, танковые экипажи, посадить их за штурвал, за рычаги, за управление техникой, они как раз очень даже по размеру туда помещаются. Здорово, они выносливые. За хорошую кормежку, за обещание светлого завтра они тем более вполне могут себе позволить потерпеть тяготы и лишения воинской службы. То есть их применение на поле боя в качестве подспорья может оказаться не просто как страйкбат, а очень даже ударные и осмысленные квалифицированные кадры с очень серьезными последствиями применения, к сожалению. Возможно, об этом и говорил помощник Путина Ушаков, что Ин вручил Путину тоже хорошие подарки. Посмотрим, какие это подарки. Я в начале нашего с вами разговора вспоминала о диктаторе Румынии Чаушеску, и он в 1971 году тоже посетил КНДР, и, вернувшись на родину, он взялся насаждать культ личности. Ну, а потом мы знаем, что вообще произошло. Вот что будет с Путиным? Ну, с Путиным-то как раз он является в данном случае непоследователем, когда он приехал, там его какой-то пыльцой нечаянно мазнули, и после этого вирус он принес к себе в страну, что-то меняя. Путин в этом отношении как раз недрессируемый. Это Путин может подсказать что-нибудь интересное Киму, но не Ким Путину. У Путина, конечно, у него стоит задача достроить наконец-то ГУЛАГ и Советский Союз образца 1937 года, но он и без подсказок с этим справится. У Чаушеску, конечно, у него было несколько спиралей развития, когда в одно время Румыния даже под Чаушеску была страной с невероятным совершенно допуском воли, со средствами массовой информации, с иномарками на улицах, когда румыны могли спокойно пойти и купить себе приличный автомобиль из нормальной страны. А потом, конечно, в нем началась усугубляться старческая требовательность к собственной исключительности, но это закончилось обычной диктатурой, но потом закончилось совершенно конкретно мировой справедливостью. Для диктатора это закономерно. И были периоды, когда он был человекообразен, потом, конечно, он стал диктатором. С Путиным нет. Путин, он влиянию не подвержен, он, конечно, трусоват. В этом отношении он внимателен, потому что человек на испуге живущий, он всегда озирается, ему есть по сторонам что смотреть, угрозы существуют. Не зря же, например, даже через территорию своей собственной страны он теперь летает в сопровождении истребителя. Впервые он полетел с самолетом прикрытия, потому что, если что, нужно будет, чтобы этот самолет принял, например, на себя ту самую ракету, которая будет запущена по борту номер 1. То есть тревожно, трусовато, как раз по-сталински. Сталин тоже был трусом, если что, готов был спрятаться под столом. Но во всем остальном
Ким сейчас сидит и конспектирует за Путиным, как правильно строить ГУЛАГ, как правильно строить социализм, как правильно копать траншеи, как правильно уничтожать людей, как правильно развязывать войны. И я боюсь, что как раз Ким после того, как его обогатит величие Путина и интеллектуально его просветлит, и он как лампочка Ильича вспыхнет озарением нового понимания своего геопорядка мира и окрестностей, он пойдет войной, куда скажут, например, на тот же самый Тайвань. Вот до Путина да нет, конечно. А теперь и Россия за спиной. Поэтому, если что, звонок другу, и вот тебе новая мировая война. Еще к одной теме. Та самая Россия, которая, как никто другой, кричит о том, что ей угрожает НАТО. После присоединения Финляндии к Альянсу она почему-то бросилась перебрасывать свои войска в Украину, те войска, которые находились у финской границы. И гарнизоны и военные базы на границе практически пусты, хотя Москва заявляла, что наоборот будет их усиливать. Переброшены в Украину 80% техники и солдат. По данным финской разведки, такая ситуация сейчас в военных базах по всей России, кроме Подмосковья. А что случилось? Путин все-таки не хочет принимать такое непопулярное решение, как мобилизация? Мобилизация в народе не вызывает трепета, и никакого серьезного отклика она не получит. Народ чем и хорош? Тем, что с ним можно делать все, что угодно. В случае максимального несогласия народ единственное, что сделает, это увеличит потребление алкогольных напитков. И поэтому пугать власть тем, что будет какой-то неправильный отклик на требования, на пожелания или, например, на ту же самую мобилизацию, да нету никаких оснований. А вот когда войска заканчиваются, тут, конечно, перед Путиным, перед новым министром обороны, перед счетоводом Вотрубой, перед ним стоит очень серьезная задача. Брать конкретно вот этих, которые записываются, как говорит, по крайней мере, Песков, по 1000 человек в день, по 30 тысяч человек в месяц, и их сразу отправлять на фронт, или брать тех, которые уже более-менее научились шнурки завязывать, по крайней мере, патрон в патроне могут дослать, уже танками не давят друг другу, а иногда могут выехать из танкового парка, например, на улицу. То есть более-менее пообтеревшихся, более-менее не то, чтобы чему-то научившихся, но, по крайней мере, привыкших к тому, что все-таки все вокруг зеленое, и только небо синее. Кого брать? Новобранцев, которые, может быть, за деньги-то, конечно, браваду свою предъявляют, но по факту ничего из себя не представляют. Или тех, кого уже там полгода дрессировали. Лучше брать дрессированных. Именно поэтому и обезлюдило по периметру обороноспособность Российской Федерации. Хотя ведь есть еще один резерв, который был придуман на чистом листе бумаги, когда вдруг выяснилось, что белые медведи Арктики хотят напасть на Советский Союз, и была развернута группировка во льдах на берегу Северного Ледовитого океана. Никогда в жизни оттуда даже не дуло вражескими намерениями. Но когда ты создаешь новый военный округ, насыщаешь людьми и техникой специальный контингент где-то в очень тяжелом географическом месте, во-первых, у тебя растет количество генералов, а блатным всегда нужны генеральские погоны, выслуга год за 3, поэтому если ты попадаешь на север, во-первых, ты безнаказанно воруешь, во-вторых, у тебя в биографии проходит, ну не то чтобы горячая точка, а наоборот холодная точка, но экстремальная служба в невероятных условиях, и ты через 15 лет имеешь право на пенсию. Поэтому создаются специальные военные группировки, вот арктическая, например. Кому она там нужна? Кто оттуда, в принципе, может полезть на Россию? Америка, Канада, да никогда в жизни. Через Северный полюс никому в голову не придет это делать. Но в штабе у Шойги у него были намерения распилить бюджет, была создана эта группировка, и она существует. Вот оттуда можно выводить не 80% личного состава, а 100% личного состава. То есть снять всех до последнего, переодеть их из зимнего в летнего, перекрасить из белого в зеленое и нормально похоронить где-нибудь в полях Украины. Но там сидят самые блатные, поэтому о том, как именно тяготы и лишения воинской службы переносят они на фронтах Украины, мы не слышим. Потому что затеянные ради блата и должностей генеральских погон, они пока неприкасаемые. А все остальные прикасаемые, и как дрессированные, обученные, пожалуйста, на фронт Родину защищать. Сергей, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы нашли время для эфира. Желаю вам хорошего дня и напомню, что Сергей Слонян, ведущий программы канала Ходорковский Лайв, был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите комментарий, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя, до встречи.